Добрый день! Сегодня я расскажу, как я сделал вот в таком вот корпусе от старой Сеги мини-ПК или игровую приставку. Все началось с просмотра видео с канала Designing Lab, в котором автор сделал мини-ПК в корпусе от старой Dendy. Вдохновившись этим видео, я принял решение сделать что-то подобное. Я захотел повторить данный проект, поскольку на ютубе такого я нигде не видел. Корпус. Было принято решение начать с корпуса, от которого я в дальнейшем отталкивался для выбора комплектующих. Изначально хотел собрать в корпусе от Nintendo, но вскоре выбор пал на Sega. После выбора корпуса пошел выбор комплектующих. Самое сложное было подобрать так, чтобы все влезло, так как сама приставка не очень большая по высоте или толщине. Материнская плата. Было принято решение начать с материнской платы. На Авито я нашел материнскую плату от компании EKS Electric Group H310CH5 Ti2 на сокете 1151 версии 2 формата Mini ITX. Размеры ее составляют 17 на 17 см. Вот для наглядного примера вентилятор 140 мм. Процессор. Дальше идет процессор, посмотрел совместимые с материнской платой процессоры, и мой выбор пал на четырехъядерный процессор i3 8100, который меня полностью устраивает. При желании сюда можно воткнуть i7 9700 или i9 9900. Дальше идет оперативная память. Для этой материнской платы подходит только ноутбучная оперативка DDR4 с частотой 2400. Я поставил 8 ГБ, и мне этого хватает. При желании можно поставить до 32. Накопитель. Был выбран SSD M2 на 250 ГБ от компании NetAC. При желании можно поставить еще 2 SSD. Материнская плата это позволяет сделать. Блок питания. Что же это все будет питать? А питает это все блок питания от компании HP для ноутбуков на 90 Вт, 19 вольт и 4 ампера. Для этой сборки его будет полностью достаточно. Работы по корпусу. Из корпуса были вырезаны все ненужные пластиковые крепления и прочие ненужные детали. Также были вырезаны отверстия под материнскую плату и вентилятор на вдув. Также на корпус были установлены резиновые ножки. Охлаждение. Было решено поставить 80-й вентилятор на вдув, который очень идеально подошел.
В стресс-тесте AIDA 64 температура процессора не поднималась выше 83 градусов. Что касается шума, компьютер работает очень тихо, только при больших нагрузках вентиляторы начинают работать на полную мощность. Вот такой вот проект получился. Внешне он напоминает старую Сегу. Я старался не менять внешний вид этой приставки. На этом все.